Последняя попытка Реала подписать Мбаппе. Очередной слив МЮ. Бензема покинул расположение Аль-Иттихада. Охота на Мейсона Гринвуда. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Тоттенхэм в начале января планирует приобрести центрального защитника. Приоритетным вариантом для лондонского клуба остается подписание Жан-Клера Тодибо из Ниццы, сообщает журналист Фабрицио Романо. По его данным, если переговоры с Ниццей затянутся, Тоттенхэм выкупит у Дженуа Раду Драгушина. Ангелос Постекоглу уже дал согласие на приобретение румына, если по каким-то причинам не получится оформить трансфер Тодибо. Центральный защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан разочарован своей ролью в команде Эрика тен Хага. Манкунианцы считают француза одним из своих активов, которые готовы продать уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает L'Équipe, окружение Варана опровергло информацию о его возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии. Отмечается, что защитник открыт для возвращения в свой родной клуб Ланс. При этом помехой трансферу может стать высокая зарплата француза. Варан выступает за МЮ с лета 2021-го. Реал Мадрид в январе собирается предпринять последнюю попытку подписать Кильяна Мбаппе. Как сообщает Марка, руководство мадридского клуба предложит игроку те же условия, что и в 22-м. В случае подписания соглашения с Реалом, Мбаппе будет зарабатывать 26 миллионов евро в год после уплаты налогов, а также получит 130 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Все в Мадриде хотят, чтобы француз усилил команду. Это касается как главного тренера Карло Анчелотти, так и игроков. К примеру, вингер Винисиус Джуниор переписывается с Мбаппе в соцсетях. The Athletic подтверждает информацию о том, что Кильяну нужно принять решение о своем будущем до 15 января. Если переговоры будут прогрессировать, то Реал будет представлять гендиректора клуба Хосе Анхель Санчес, а Мбаппе, его мама и адвокат Делфин Верхейден. Руководство Барселоны впечатлено уровнем игры, который демонстрирует нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в испанском Хетафе. Клуб намерен приобрести футболиста грядущим летом. Об этом сообщает The Sun. По информации источника, каталонская команда готова заплатить МЮ 40 миллионов фунтов. Помимо этого, синегранатовые готовы предложить Гринвуду при переходе в команду взять футболку с 10-м номером, под которым сейчас играет вингер Барселоны Ансу Фати. В нынешнем сезоне Мейсон принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 4 результативными передачами. Нападающий саудовского Аль-Иттихада Карим Бензема пропустил 2 последние тренировки своей команды. Об этом сообщает АС. По их информации, помимо непосещения тренировок, футболист также покинул Джиду, город, в котором базируется Аль-Иттихад. При этом на текущий момент отсутствует информация, с чем может быть связан данный отъезд Бензема. Подчеркивается, что у французского нападающего может быть конфликт с руководством саудовского клуба. Кроме того, в последнее время Бензема подвергался критике со стороны болельщиков Аль-Иттихада из-за уровня игры, который он демонстрировал в последних матчах. Игрок центра поля Челси Конор Галлахер все же может этой зимой сменить одну лондонскую команду на другую. Джанлука Ди Марцио проинформировал общественность о том, что Тоттенхэм уже якобы даже приступил к переговорам по трансферу футболиста. Шпоры готовы выложить за хавбека 40 миллионов евро, а синие хотят заполучить за футболиста 50-55 миллионов евро. Стороны могут сойтись на какой-то сумме, поскольку Челси намерен расстаться с полузащитником, а Тоттенхэм хочет его подписать. 18 матчей и 4 результативные передачи. Такие показатели Галлахера в этом сезоне АПЛ. Бывший нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино, который в нынешнем сезоне выступает за Аль-Ахли, в ближайшее трансферное окно может перейти в один из клубов АПЛ. Об этом информирует Daily Mail. По информации источника, бразилец не смог адаптироваться к чемпионату Саудовской Аравии, а также к укладу жизни в этой стране. Подчеркивается, что несколько клубов из чемпионата Англии заинтересованы в том, чтобы Фирмино перешел к ним. Также сообщается об интересе со стороны турецких команд.
Фермино перешел в Аль-Ахли минувшим летом. Его рыночная стоимость на данный момент составляет 10 миллионов евро. Бавария и Арсенал интересуются правым защитником Байера Джереми Фримпонгом. Как пишет Bayern and Germany со ссылкой на Фабрицио Романо, Фримпонг открыт для перехода в другой клуб. Отступные в его контракте летом составят 40 миллионов евро. Игрок в этом сезоне провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Полузащитник Рена Неманья Матич заинтересовал Лион. 35-летний футболист так и не смог адаптироваться в своем нынешнем клубе, поэтому планирует уйти уже в январе. Как сообщает L'Équipe, в приглашении Матича заинтересован другой представитель Лиги 1 – Лион. Бывший грант французского чемпионата, ныне ведущий борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе, обозначил ветерана в качестве приоритетной цели на позицию опорного полузащитника. Неманья перебрался в Рен в августе нынешнего года из Ромы. Монако заинтересован в центральном защитнике Вест Хэма Тило Керрере, ранее выступавшем в ПСЖ, сообщает Foot Mercato. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года. С начала сезона игрок лишь 4 раза выходил на замену в матчах АПЛ, сыграв в турнире в общей сложности 19 минут. Также футболист сборной Германии принял участие в 5 играх Лиги Европы и 3 Кубка Английской лиги. Свои предложения футболисту также сделали Рен и Ницца. Еще одним конкурентом в борьбе за игрока считается франкфуртский Айнтрахт. Бывший защитник Манчестер Юнайтед Эрик Баи перешел в Вильяреал на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт между сторонами рассчитан до июня 2025 года. Ранее 29-летний футболист расторг трудовой договор с турецким Бешикташем, за который выступал с сентября этого года. В 20-м туре АПЛ встречались Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед. Команда Эрика Тен Хага потерпела поражение со счетом 2-1. На 64-й минуте Николас Домингес открыл счет в матче, выведя Ноттингем Форест вперед. Вскоре на 78-й Маркус Решфорд сравнял. А в концовке на 82-й минуте Морган Гибс Уайт вновь вывел хозяев вперед. Его гол так и остался последним в данной встрече, а красные дьяволы остались на 7-м, имея в своем активе 31 очко. Вчера в матче 18-го тура серии А встречались Ювентус и Рома. Туринский клуб одержал победу со счетом 1-0. Единственный гол забил Адриан Рабье с передачи Душана Влаховича на 48-й минуте. После этой встречи Ювентус занимает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 43 очка за 18 матчей. Рома же осталась на 7-й строчке. В активе римлян 28 очков.